22 июня фашисты вероломно бомбили Киев. 24 февраля этого года фашисты вероломно бомбили Киев. Наш президент предложил России сыграть в русскую рулетку, но в барабане 6 патронов. И это уже не игра. Это все всерьез. Наши стреляют по нашим. Вот это вот мне не укладывается в голове. Меньшинство, как правило, право, а не большинство. Когда прислушиваются к мнению меньшинства, то это цивилизация. Когда все заполоняет большинство, оно не определяет. И вот эта формулировка «народ всегда прав» – да нет, ребят. А что народ, который сваливал кресты и колокольни, всегда прав? Рабская покорность. Отобрали права, да и хрен с ним. Нет свободы, да ничего, проживем. Нельзя выходить, санкционируй, не санкционируй. Нет, мы промолчали. Мы все скушали. Со временем российский народ находится в пубертатном периоде. Может, это и есть загадка русской души, которая может качнуть маятник и туда, и сюда. Как вы себя сейчас ощущаете? Я чувствую себя, но плохо. Что вам помогает не сломаться? Как профессиональная ответственность. Мне нужно снять кино. И это меня держит на плаву, хотя бы трудно. Это на сопротивление. Очень многие ваши коллеги, ссылаясь на то, что им нужно закончить работу, картину, спектакль или еще что-то, они отказываются сейчас от интервью, тем более со мной, потому что я иноагент. Когда я вам позвонила, вы не сомневались ни одной секунды. Вы не взвешиваете, вот ваша картина, которую вам нужно закончить, а вот наше интервью. Ты же будешь носить мне передачи, Катя? Я надеюсь. Все. Нет, я тебе отказать не мог, потому что знаю давно, знаю тебя как порядочного человека, а их у меня сейчас можно по пальцам перечесть, кто здесь остался. Там много уже за границей. Поэтому у меня не было колебаний. А страх все-таки он внутри есть? Студия, кино, работа, жизнь? Есть, конечно. Сын. Я понимаю, что я обязан перед самим собой не трусить. И если я буду 81 трусить, то это плохо. Это плохо. Вы родились в 1941 году? Да. У вас есть детские военные воспоминания? Конечно. Во-первых, со слов мамы. Она была беременна со мной. И у меня есть фотография, которую я считаю самой страшной. Мама. Это Совский садик на улице Красноармейской в Киеве. Мама стоит, придерживаясь рукой за перилы этого садика. У нее такой летний плащ. Он бугрится мною. Небо над ней. Поворачиваю фотографию. 21 июня 1941 года. Завтра в 4 часа вероломно уже фашисты наносили авиаудары по Голосеевскому лесу. Через какое-то время я был такой, потом такой. В своем деле я люблю рондо. Знаешь, когда начинается действие, и к чему оно приходит. То есть, а перед ним ее старуха, а перед ней разбитая корыто. Вот это рондо. И у меня получилось рондо. Только не в произведении, а в жизни. Моя жизнь началась 11 сентября. 19-го мы уехали от Бабьего Яра. 19-го начался Бабий Яр. 22 июня фашисты вероломно бомбили Киев. 24 февраля этого года фашисты вероломно бомбили Киев.
И вот эта ронда, которая у меня жизнь началась с войны, я боюсь сказать слово «кончается», но она на исходе. И я что, к этому приговорен? Чтобы я с войной прошел от начала до конца? Для меня все события последних дней, особенно мобилизация, которая объявлена, для меня это, есть такая забава. Я не сторонник экстремальных всех этих увлечений, но даже, кажется, Маяковский в это играл. Русская рулетка, да? Когда в барабане 1 патрон, а в барабане 6 должно быть. И вот крутят барабан и к виску чпок пронесло. Да? Получаешь свой выигрыш. Наш президент предложил России сыграть в русскую рулетку, но в барабане 6 патронов. Вот самое страшное. И это уже не игра. Это все всерьез. Я киевлянин. У меня моя родная сестра в Киеве. И я каждый вечер звоню и спрашиваю о количестве воздушных тревог, которые были. Для меня это столь близко. Я не могу приехать в Киев. Нет сообщения. Мои родители похоронены в Киеве. То есть это все для меня это страшный период. Страшный. Когда вы разговариваете со своей киевской сестрой, что вы ей говорите? Что я могу сказать? Я утешаю ее, потому что она, хотя моложе меня, но гораздо больнее. И у нее в подъезде бомбоубежище, но ей там неудобно сидеть, она не может, там ей проще лежать. А лежать там негде. Поэтому она не ходит в бомбоубежище, убеждая меня, что ей легче сдохнуть в своей квартире. И переубедить ее я не могу. Это невозможно. Это моя боль, с которой я живу. Наши стреляют по нашим. Вот это вот для меня мне не укладывается в голове. Как у вас день прошел? Более-менее. Тревог не было? Но наши за сутки человек положили. Понятно. Наши. Я же говорю наши. Ну да. Наши, ваши, да. Не ваши, а наши. Наши, да. Понятно. Ну ладно, сейчас будем чай пить. Я рада тебя видеть, и дай Бог, чтобы все было хорошо. Хорошо? Ждите пейте чай тогда. Хорошо. Доброй ночи. До завтра. Пока-пока. Детство ваше, это было связано все-таки с эвакуацией? Куда вы уехали? Мы в Казахстан? ехали в Магнитогорск. Мой дед сапожник. И он всю неделю работал. В субботу он пел в синагоге. У него был абсолютный слух. И у мамы тоже, и у меня, как оказалось. И вот дед впервые в жизни, он не работал. Они ехали в телятнике таком, лето. И он спустил ноги босые. Ветер обвивал его ступни. И он к бабушке обращался. Он называл ее звали Маша. И он говорил: «Сыгит, мышки, сыгит. Хорошо, хорошо». Да? И он не знал того, что через буквально месяц погибнет его зять Алеша Аванай. Это муж моей тети. И потом его сын, дядя Боря мой, будет ранен под Ленинградом. А пока было Сыгит. Это было спасение. Но они ушли от Бабьего Яра. А 18 бабушкиных родственников остались там навсегда. По разным причинам не уехали, не успели, не собрались. А мы ехали в Магнитогорск. А я рвался уже в эту жизнь, не зная, где я окажусь, где я родюсь. И угораздило мне, как говорил Пушкин, извини,
с умом и талантом родиться в России. И родился я в Оренбурге. И я благодарен этому городу, который дал кров, и мы спасались там. 3,5 года мы жили в Оренбурге. Вот ваше личное первое воспоминание какое? Я помню, как папа, ему дали 3 дня отпуска после Сталинграда. Папа Морпех. Да, он был в морской пехоте, сошедший с кораблей. Их называли «черная сволочь». Они хорошо воевали. И папа перед Новым годом, 43-м, он приехал к нам в Оренбург. И я помню, как он заставлял меня, а мне уже было достаточно, я говорил уже. 2 года? Да. Но папа я не мог сказать. Дядя, я его назвал дядя. Он сказал, не возьмет меня на руки, пока не скажу папа. Ну, пришлось. Вот. И потом я вот это запомнил ощущение вот органолептическое, скажем так. Папа курил папиросы, и этот запах папирос, когда он нес меня на руках, запах я этот различу и сейчас среди тысяч. Но вот он меня несет на руках, мы идем через центр Оренбурга. Это ж тыл, стояла новогодняя елка, и по периметру фанерные зверюшки раскрашены. А из репродукторов шла музыка, и я запомнил ее. Я запомнил. И там звучал марш из Аиды, как потом выяснилось. Но он у меня звучал очень хорошо в голове, я его запомнил. Па-па, та-та-та-та, та-та, та-та-та-та, та-та. И вот этот марш из Аиды, запах папиных папирос, и я на руках у папы. Это. А самое страшное для меня, мы жили на 3-м этаже, улица Советская. Это самый край. Дальше Урал и Азия. Я еще родился в Европе. А у нас были краткосрочные курсы танкистов. 3 месяца и на фронт. И для меня музыкальная память, она у меня вот зацементировала. «Священная война», они уходили с этой песней. И я когда слышу эту песню, для меня мороз по коже, потому что уходящие вот эти вот будущие танкисты и «Священная война» у меня сплелись воедино. И это, наверное, на гробовой доске. Я не забуду. Это гениальная песня. Гениальная. Вы помните, как вы узнали о победе? Мы жили уже в бараке. Папу перевели в город Энгельс. И там было 2 барака. По 28 комнат. В одном бараке, в другом бараке. Жили очень голодно. И я помню, как пришел в нашу комнату капитан 1-го ранга, фамилию до сих пор помню, Колобов. Пришел он огромный, с ним ординарец, поднос и графин с водкой. И стопки. Он входил в каждую комнату, и благодаря своей корпулентности он выдержал 2 барака. Он прошел 28, 56 рюмок. Ну, может, где-то пригубил. Но он выпил с каждым офицером за победу. И это было мое ощущение громадности капитана 1-го ранга и громадности события. Потому что у него голова была где-то на высоте репродуктора черной тарелки, откуда каждое утро мы слушали Левитана. Он был огромен. И это была победа. Правда, что основная драма поколения шестидесятников была связана с тем, что все думали, что после войны страна заживет совсем по-другому. Что не будет ни Сталина, ни вранья, ни закрытости, ни репрессий.
А этого не случилось? Этого не случилось. Ну, я тебе должен сказать, эйфория была не столь бурной, как во время перестройки. Ну, так, она была мягкая эйфория. Когда был 20-й съезд, а я был ушлый малый. И что-то поднабрался, о чем-то додумался. И я говорю: папа. А папа переживал. Он верил Сталину. И в 1942 году под Сталинградом он вступил в партию. А потом эта партия его погубила, потому что он был на партсобрании и разволновался так, что у него был инсульт после партсобрания. Так он переживал. А тут 20-й съезд, я его оберегал. Я не стал ничего говорить, но единственное я сказал: пап, ну что Сталин? Сталин цветочек, я ему говорю. Я говорю: Ленин, вот это ягодки. Он говорит: ты побереги меня, потому что дай мне со Сталином разобраться, сказал папа, и я больше его не трогал. Для него это было, конечно, крушение сознания, веры. Ну, мифологема такая. В 60-е годы это было, ну, такое, молодость. Это площадь Маяковского, это «Современник», это чтение стихов. Это было какое-то ощущение новизны, незнакомой, абсолютно. И уверенность в том, так и будет. Кто мог подумать, что это все протухнет, провянет, превратится в такой вот застой, булькающее болото. В какой момент оно стало превращаться в булькающее болото? Вот появляется какая-то новая жизнь, куча новых молодых людей, которые хотят жить по-новому. Если бы они все не молчали и не шли на компромиссы, что-то бы получилось? Ну, как тебе сказать, когда у нас педагога Андрея Донатовича Синявского, я учился в школе студии МХАТ, когда его арестовали, то потом вязали нас, студентов, которые шли защищать его. Это был первый такой выхлоп студенческий. Он кончился неудачей. Больше это не повторялось. Страх, да? Да, страх. Страх. Нас загоняли под плинтус. И это было мягко по сравнению с сегодняшним днем. Это было щадящее абсолютно. А сейчас, когда постепенно убирали наши права, когда постепенно убиралась Конституция, когда свобода слова, она практически не существует, это стало, ну, как бы привычным для нас. Привычным. Когда мы пропустили какие-то вещи. Да, мы выходили на митинги. Да, я выходил с сыном, да. На этом рос мой сын. И я помню, когда был митинг, огромный, 1 миллион в Москве против отмены 6-й статьи Конституции, да. И я ему говорил: посмотри на эти лица. Какие они красивые. Красивые лица. Но это было в нашей жизни, это было. Мы это испытали. Другое дело, все это скукожилось. И мы дали себя вовлечь вот в это. В этом смысле наша покорность заслуживает только порицания. Отобрали права, да и хрен с ним. Нет свободы, да ничего, проживем. Там нельзя выходить, санкционировать, не санкционировать. Нет, мы промолчали. Мы все скушали. Российский народ можно качнуть как в хорошую сторону, так и в плохую. Его можно попросить, и он отдаст последнее после землетрясения в Армении. Себя снимет, рубашку отдаст, да? Он может отдать деньги на операцию незнакомому мальчику, девочке, потому что он добрый человек. Но его можно качнуть в другую сторону. И он становится зверем. И это совершенно другая сторона души. Может, это и есть загадка русской души, которая может качнуть маятник и туда, и сюда. С
сейчас его качают в совершенно другую сторону. Когда вы сейчас слышите упреки, раздающиеся в адрес россиян, о том, что они не протестуют по-настоящему громко против войны и не свергают власть, что вы думаете об этом? Я езжу на такси и общаюсь. Это каждый раз у меня маленький митинг такой в машине, когда я выясняю, что за человек. Разные люди, но мнение выслушиваю, пытаюсь переубедить. Когда говорят, они напали на нас. Как напали? Кто на нас напал? Мы напали. Но они готовились, у них там бетонные укрепления, у них там все залито бетоном. Я говорю, подумай, что ты несешь. Бетон – это значит оборона, а не наступление. Логика где? Они отключают голову, отключают. Они верят тому, что говорят им из ящика. И это, конечно, ужасно. Вот это расчеловечивание народа, а он вступил в какой-то странный период, пубертатный. Когда в пубертатном периоде родители меньше слушают. Больше слушают всякую тварь во дворе, которая их наускивает на то, на это, кого нужно дразнить, кому нужно в ухо дать. И вот это влияние телевизора оказалось губительным, потому что расчеловечение, которое произошло на наших глазах, начиная детские сады, милитаризация сознания, когда мой внук Яшка, ему звонит жена Маша и говорит, ты можешь поговорить? Я не могу, я занят, я марширую. И вот другая бабушка, она его милитаризировала. Когда я услышал от него, да, Сталин, конечно, тиран, но зато и дальше шли измышления той бабушки. И дальше перечисление Днепрогэс. А что вы ему сказали? Я ему сказал, Сталин убийца. Точка. Все. Если человек убийца, то уже дальнейшие его действия не оправданы. Не оправдывается его никак. Слава богу, он понял. Ну, он умненький мальчик. Ему уже будет 16. Он думает, слава богу. Мобилизация вовлекает в этот круг участников убийств все большее и большее количество людей. Однажды эти люди сюда вернутся. Какой будет эта Россия? Это будут гораздо страшнее отморозки, чем афганцы, которые бьют кирпичи в день ВДВ и купаются в фонтанах. Это уголовники, которым разрешили убивать то, за что они сидели. Теперь они приедут с наградами. С наградами за убийство. Это абсолютно изменение сознания. Это психическое нарушение. Они приедут травмированные, как акулы, которые почувствовали человеческую кровь. Их не остановить. Как режиссер, вы можете определить, в какой момент память о Второй мировой, о Великой Отечественной войне стала движущей силой развития России в 21 веке? Вот где произошел тот щелчок, когда нынешние молодые люди, нынешние 20-30-летние, стали думать, что как будто бы это они участвовали в той войне? Полк, да? Полк. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Это в Томске началось. Но власть поняла, что это надо приватизировать, эту идею. И тут же приватизировала. И дальше это пошло оглупление этой акции. Потому что они несли эти портреты, неведомые им. Но когда для нас это стало идеологемой, для нас, живущих в другом веке, а вспоминающих то, что было в 1945 году, что мы за 1945 года ничего нового не сделали, не прославили свою страну ничем. Почему это стало нашей основополагающей? Я не понимаю. Тем более, слава принадлежит не вам, даже не вашим дедам, а прадедам. Когда мы обещали на каждом углу, власть обещала ветеранам свои квартиры новые,
что они переселят их. Когда мы видели по экранам телевизоров, когда еще могли это показывать, в каких халабудах живут эти несчастные, почти столетние ветераны. Без воды, вода в колодце, без горячего отопления. И мы им обещали, а сами надеялись, может, сдохнут, может, мы сэкономим. И сэкономили. Многие ушли на тот свет, так и не получив ни квартиры, ни горячего отопления, ничего. Это не стыкуется. Гордость за эту победу и полное неприятие вот это нечеловеческое отношение к ветеранам. Нечеловеческое. Я помню, как моей теще, она прошла войну. Она выходила уговаривать немцев сдаваться. И, была радиомашина. И радиомашина выходила на передовую. Сначала песню Сольвейг Грига. А потом она deutschen солдатам, офицерам. Да. И теща призывала их сдаваться. До 44-го они мою тещу не слушались. Потом, благодаря артиллерии, послушались. Но там были прямые попадания в машину. Но она выходила, заканчивался сеанс, и тут же началась стрельба. И они уходили. Она была контужена, заброшена землей. Случайно ее нашли, отрыли из-под земли. Она была чудесный человек. И вот ей на 9 мая принесли из райкома партии 2 сникерса и, кажется, туалетную бумагу. Поздравили ветеран. Вот это вот отсутствие души, вот это расчеловечение, оно начинается там. Объединенный народный фронт. Почему в мирное время фронт? Кто это придумал? Сурков? Что такое глубинный народ? Который живет глубоко в заднице. Вот что глубинный народ. Что это такое? Что такое? Каждый раз идет, как тебе сказать, словесная... Это все эквилибристика. Но людям же нравится. Они же это с радостью воспринимают. Да, сильную руку хотели. Получили. И тогда идет принуждение к миру. Это Грузия. Восстановление конституционного строя. Это Чечня. Да? Здесь специальная операция по денацификации. Все чудовищная милитаризация сознания. Они были уже готовы 10 лет назад к мобилизации. Просто мобилизация подоспела. Их одурачили. Предварительно. А теперь вот, пожалуйста. Это пушечное мясо. Как могло случиться, что страна, испытавшая на себе все жестокости НКВД, МГБ, КГБ, выбирает КГБшника, президента? Как это? Это значит наплевать на свое прошлое? Наплевать на замученных? Как это можно простить? Они наследники с горячим сердцем, холодной головой и с руками по локоть в крови. А вы представляете себе, что какое 5-е уже поколение женщин русских окажется без мужчин? Что делать? Идет такой искусственный отбор. Без каких мужчин? Без пьяниц? Да без никаких. Без дураков? Не знаю. Это потребует очень большой работы. Очень большой работы, чтобы восстановить все это. Я когда смотрю на то, как развлекательные программы идут, как будто это все происходит не в моей стране. В моей стране идет война, гибнут люди с одной, с другой стороны. Мне, конечно, больше всего жалко Украину, потому что на них напали. Но и этих жалко, которые ни за что, ни про что погибают. Те хоть знают за что,
за свою землю. А эти за что? Какой есть какой-то хотя бы самый наименее страшный выход из ситуации? Смена власти. Кто-то, даже уровня нашего президента, даже на уровне его сознания, понимая, что надо что-то восстанавливать. Ведь, в принципе, наши друзья в мире, это нужно иметь 5 по географии, чтобы знать те страны, с которыми мы остались дружны. А все остальные от нас отвернулись. Тот, кто придет вслед за ним, он поймет, что надо что-то делать, чтобы восстанавливать международные связи. И он поневоле, ему придется делать какие-то шаги, чтобы войти в это международное сообщество. Поневоле. А кто это будет? Бог весть. А вот людей, это, я тебе скажу, это не скоро будет. Немцы. 30 лет понадобилось, чтобы они избавились от этого комплекса вины, потому что произошло такое всеобщее немецкое покаяние и восстановление человеческого сознания, что они сделали ужасное что-то, что они несут ответственность. Ну а как? Как мне позвонил один сценарист, ты его знаешь, и когда он говорит, что они с ума сошли? Наших артистов не пускать в Европу. Я говорю, послушай, друг мой, мы несем ответственность. Мы принесли смерть в чужую страну, суверенную. Почему нас должны встречать с хлебом и солью? Ты голосовал за этого президента? Ну да, он сильный президент. Я говорю, вот ты расплачивайся. Ну, ты большевик, он и говорит. Я говорю, никогда не был. И это человек, который вроде умный. Он с Харькова сам. Нет, это что-то катастрофа. Просто катастрофа. Какой отрезок жизни вы можете назвать самым счастливым временем? Школа-студия МХАТ. Это как раз 60-е. Да, это 64-й, 68-й. Это, по сути дела, Царскосельский лицей. Для меня лично. Там же у вас выпуск был сумасшедший. Ну, он не такой сумасшедший. Предыдущий был сумасшедший. Там был Коля Караченцев. А я почему думала, что вы в нем? Нет, мы на год позже шли. Наш Тихий. У нас Гарик Леонтьев, Сашка Пашутин. Сашка Пашутин, который тоже за эту операцию. Но я ему выдал со всеми его выступлениями. А он вам? Он перестал появляться на экране телевизора. Но он суворовец. Там была замечательная атмосфера. Нас любили. Это редко бывает, что так любят в институтах, в школе. Когда не то, что давят студентов ли, учеников ли, а их любят, потому что они есть. И замечательная формулировка, когда Масальский, наш художественный руководитель, формулировка «Вы для себя сделали большие успехи». Это будущему актеру, который будет работать не для себя, а для зрителя. А вы не жалеете, что вы в итоге не сделали актерской карьеры именно? Нет. Ну, я в какой-то степени ее продолжил, только в куклах, да. И, впрочем, я и исповедую то же самое и в своих фильмах. Потому что даже спички, там, бумага и проволока. Но для меня жизнь человеческого духа остается первоосновой. Поэтому я несу все заветы Станиславского мультипликации. Днем и ночью тесно месить, чтоб в Париж доставить в срок. Милой бабушке Терезе свежий праздничный пирог. Не летите в небе гуси, серый дождь не морози. Наступила у бабуси ностальгия по Руси. Веселей, но своих не жалей и не бойся ночного леса. Жди меня, и я приду, бабушка Тереза. Вас знают в Европе, и вы могли бы уехать. Почему вы не уезжаете?
Так, жена далеко? Да, она не слышит. Ну, она меня корит этим, что нужно было уехать. Тем более мне предлагали. 92 год. Я после феноменального успеха фильма «Серый волк и красная шапочка» в Аннеси, после «Золотой пальмовой ветви» в Каннах, меня приглашает президент студии Уолт Дисней. Приглашает с мастер-классом. И я от наших пустых полок 92 года, где горчица, хрен, березовый сок и все. А бычки в томате? Ну, ты как-то... У тебя был закрытый распределитель. Я из как-то. Ростова. А, бычки, да. А у нас нет. И вот я лечу в Лос-Анджелес. И я везу тяжесть пленки, 9 коробок пленок. Не знаю, что там 5 фильмов из 9 были в видеотеке Уолта Диснея студии. Они меня знали. И вот я там выступаю. Причем капиталистическая система патагонная. Она такова. Я выступал не вечером, когда они отправляют семьи, не с утра, когда они работают, а в обеденный перерыв. Поэтому они брали с собой все эти открывающиеся пластмассовые коробки и, жуя, слушали меня. Иногда, жуя, задавали вопросы. Ну, меня это не оскорбляло. И вот 3 дня подряд был этот жеванный мастер-класс. После чего президент студии Уолта Диснея сказал: я предлагаю вам остаться. Говорит он. Я в каком смысле? Ну, так. Постоянно здесь. А я уже сделал свою студию. И у меня 5 человек. Те, которые снимали со мной «Серый волк и красная шапочка», они пошли за мной, веря мне, что я выведу их из Египта. Ну, хотя бы дам им прокормиться силой, я не знаю, энергетики моей. Им он не предлагал, он мне одному предлагал. Я говорю: нет, я не могу. Он говорит: ну как, вы же бизнесмен. Я говорю: я прежде всего режиссер. А что вы мне предлагаете делать? Он говорит: сериал. Я говорю: как надолго? И он мне показал так руку. На всю жизнь. Я говорю: нет. Тогда он зашел с другой стороны. Сколько у вас человек в семье? Я сказал: 3. 3 машины. Дом. И зарплата такая, какой ни у кого нет в России. В этом месте я всегда говорю: моя ошибка была не в том, что я отказался, а в том, что этот разговор я рассказал своей жене. И тогда я узнал, кто я такой. Вот. Но я при этом я не жалею. Не жалеете? Нет, я не жалею, потому что, ну как, я прожил здесь всю жизнь. Худо-бедно я знаю этих людей, я знаю психологию, я знаю все их, и хорошее, и плохое. Ну, короче говоря, я не поехал, я не жалею. Я делал с 92 года много фильмов. И те, что я хотел. И они никем не навязаны. Это моя воля, это мои сценарии, это мои мысли. Это я делился со зрителем тем, что меня волновало. Как правило, на что мой внук, он очень по этому поводу меня критикует, он говорит: дедуль, ты же можешь делать прикольные фильмы. А чего ты ударился в политику? Я не могу. Я не могу, потому что меня волнует то, что меня волнует. И я об этом говорю. 1,5 года работать над тем, чтобы кто-то потом поржал, нет, это уже не мое. Да, когда-то сделал летучий корабль. Ну да. Сейчас уже нет. Я понимаю, что я наблюдаю это в каждом артисте или художнике. Олег Борисов «За 2 зайцами». Блестяще. Фейерверк, да? А конец жизни.
сумрачный человек. Сумрачный. Он, он становится иным. И это нормально. Это нормально. Время властно над нами. Мы не можем так воспринимать жизнь, как ее воспринимал в 16-20 лет. Когда каждый день как подарок. Нет. Ты просыпаешься с заботами, с тяжкими мыслями. Прежде всего хватаешь интернет. Что там? Как там? Я прочитал Ром Балаян, один из моих любимых режиссеров, тонкий режиссер. Он страдает тем же. Как проходит ваша жизнь, спрашивает. Он говорит, сижу в интернете, оторваться не могу. Я все время сижу, а он живет в Киеве. Получается, что у нас просто украли жизнь? Ну да. Ваши картины и «Гадкий утенок», и «Адажио», и «Болеро» – это картины, в которых серость, массовость побеждает вообще любое какое-то светлое начало. Как вы на самом деле считаете? Вот сейчас мы присутствуем при ситуации победы зла над добром? Нет, я искренен в своих картинах. Я искренен в том, что меньшинство, как правило, право, а не большинство. Когда прислушиваются к мнению меньшинства, то это цивилизация, это демократия, это нормально. Когда все заполоняет большинство, оно не определяет. И вот эта формулировка «народ всегда прав» – да нет, ребят. А что народ, который сваливал кресты и колокольни, всегда прав? А народ, который писал донос, всегда прав? Нет. Нет, все определяется вот этим тонким слоем, который очень раздражает. Его на пароходы отправляют философски. Он раздражает, потому что он рефлексирует. Он подвергает все сомнению. А подвергать сомнению нельзя, если власть тоталитарна. Думай, как все. Ходи с левой. Что вы думаете о своих коллегах, которые в перестройку, в общем, разговаривали и были достаточно либеральных взглядов, а сейчас или замолчали, или поддерживают государство? Да я же с ними порвал. Я не могу с ними общаться. Для меня человек, который поддерживает это, он просто преступник. Преступник. Но у всех же есть какое-то объяснение. Кто-то сохраняет театр, кто-то снимает картину. А сохрани совесть. А что важнее? Важнее некролог. Не, нужно, себя все время держать, как мой сын. Что он подумает обо мне? Мой внук. Ведь я для него что-то определяю в этой жизни. Он ориентируется на меня. Я должен быть на уровне. Я не должен посрамить свое имя. Потому что эту фамилию носит и мой внук, и мой сын. Как он будет дальше жить, если у меня будет запятнанная репутация?
это сын того, который... Этого не должно быть. Дети должны гордиться своими родителями. Должны. И наоборот. Как думаете, вот сейчас страх, который пронизал всех в России, он родом из 30-х годов прошлого века? Или это какой-то новый страх? Иногда мне кажется, что это генетическое чувство. Мне тоже кажется. Вот видите в барине, барин приедет, барин рассудит, вот эта потребность в сильной руке, и то, что эти были наклейки на грузовиках почему-то, портреты Сталина, как протест против... Во время советской власти, в 80-е годы, они ездили с портретами Сталина на лобовых стеклах. Потом это стало более ощутимее. Они захотели жесткой руки. Они захотели быть поротами. Вот это для меня непостижимо. Значит, мы не прошли этот путь. Отряхнуть себя крепостное право. Это в нас сидело и сидит. Был какой-то момент, когда вы верили в прекрасное будущее для России? Да. Вот когда я в 89-м году был в гуще этого народа, а я не люблю быть в стае. Я всегда был белой вороной. А тут мне нравилась вот эта общность. Мне нравилось, что я в этой компании. Мне нравилось, что рядом идет Лёва Пономарёв, там идет еще кто-то из людей, милых моему сердцу. И была эйфория, что все возможно. Мы все пройдем. Что в 90-е такое случилось, что все оказалось обратимым, что все эти завоевания демократические очень быстро сошли на нет? Дело в том, что это немножко леса и виноград. Это когда мы стремились в демократию, да, а потом попробовали и сказали, да ну, он зеленый, виноград. И отказались от него. А демократии у нас никогда и не было. Потому что вся эта приватизация, все эти залоговые аукционы, все, что посыпалось на бедного советского жителя, непонятные слова. Никто не знал, что это такое. И когда на него это обрушилось, он оказался не готов к этому. Его никто не просвещал. Более того, была презентация книги Егора Гайдара, и я с ним познакомился. Он меня знал. И он говорит, прочитали книжку? Я ее прочитал. Ну, что скажете? Я говорю, вы знаете, Егор, у меня к вам одна претензия. Народ наш достаточно простодушен. И он слышит, когда к нему обращаются человеческим словом. Вам нужно было, то, что делает сейчас Зеленский каждый вечер, обращаться к народу. Что сделано, что будет сделано. Предупредить о трудностях, которые нам предстоит пройти. Да, я понимаю, сказал Егор. Но на это меня не хватало. Я сожалею об этом, сказал Егор. И вот это... Я почувствовал такую горечь того, что это не произошло. Я думаю, что если бы он продержался, если бы его выдержал Ельцин, но это не произошло. А то, что случилось потом, это была уродливая демократия. Это не демократия вовсе. И эту демократию можно было порушить, как и справились с ней очень легко. А что вы сейчас снимаете? Это Шуберт, «Аве Мария», без вокала. Это чисто музыкально. И это, не совсем как бы религиозная тема. Но это тема выбора. Я про себя, по сути дела, делаю. Потому что каждый человек выбирает свою дорогу. И вопрос его морального кодекса, нравственного императива, вот идет он по этой дороге
виляет, сворачивает ли. Или идет, несмотря на то, что он знает, что впереди ничего хорошего, но он уже выбрал. И он идет наперекор всему. Для меня вот история, как бы, этого, которую я расскажу. Я не буду раскрывать все секреты. Даже несмотря на вот любовь к тебе. Я хотела спросить, а кто же там главный герой? Спичечка? Нет. Нет. Пуговка? Нет. Младенец. Я взял на себя вот такую ответственность. Я скажу, что тяжелая задача, может, это самый тяжелый мой фильм в моей жизни. Потому что планка очень высокая. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Справедливость и милосердие, да? Пожалуй, это равно для меня. И то, и другое. И милость к падшим призывал. Да, но справедливость для меня очень важна. Очень важна. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Правда. Я знаю, что... я знаю, когда я где-то говорил, что мужик бывает красив, когда он говорит правду. Вот я видел людей, которые говорили правду. Ну, вот как, я не знаю, когда Юрий Афанасьев сказал про агрессивно-послушное большинство, он был красив. Когда человек делает поступок, когда вопреки большинству он в меньшинстве, но говорит правду. И это поступок. Выберите, пожалуйста, Родина или истина. 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 Да, я патриот. Я люблю страну, но я не люблю власть. И в этом смысле мы расходимся во многом с патриотами квасными. Я люблю страну. Города я люблю. И людей люблю. Я поездил. Ты брала интервью у Кати Геньевой. Это была моя подруга. Одна из лучших. И она меня возила по городам разным, где были маленькие библиотеки, большие библиотеки. Я был ее визитной карточкой. Она начинала каждую конференцию с моего фильма «Адажио». И она призналась мне перед смертью за 2 месяца. Она сказала: ты знаешь, сколько раз я смотрел «Адажио»? Я говорю: сколько? 88 раз, сказала она. Я видел этих людей, и я их обожаю. Это не то, что я поголовно всех не люблю. Нет, это не так. Если бы это было так, я бы не делал мультфильм. Потому что делать для себя – это глупость. Я люблю этих людей в провинциальных городах за малую зарплату, которые служат, не работают. Они в библиотеке служили, они несли культуру. Несли культуру. Это люди без всякого снобизма, лишенные московского снобизма, которые смотрели мои фильмы, задавали замечательные вопросы, слушали, как они Катю слушали, Геньеву. А вы думаете о том, что бы сейчас она сказала? Я думаю, она была бы со мной солидарна. Она человек компромиссный. Она даже говорила, что... Ты знаешь, она говорит, Мединский образовывается.
Я говорю: Катя, ты наивна. Для своего возраста просто дура. Она говорит: да нет, я тебе серьезно говорю, я провела его по библиотеке, так. И он так, ах. Но я немножко старше его был. Да, мне жалко, что распатронили библиотеку ее. Она перестала быть центром вот этого притяжения культурного, которое Катя сделала. Она была потрясающий креативный человек. Я ее очень любил. То есть она наводила мосты между людьми, городами, странами. Она осуществляла какие-то грандиозные проекты, грандиозные, казалось бы, невозможные. Нет, все получалось благодаря энергии. Ну, я сам такой. Мне казалось, что как я могу уйти из Союзмультфильма, сделать на фуфу, на пустом месте студию и снимать кино, не имея ни приборов, ни осветительных, ни камер, ничего. Ничего. Только вера в себя, что все получится. И получилось. 31 год я руковожу этой студией. 31. Столько не живут. Верите ли вы в то, что есть жизнь после смерти? Нет. Есть тлен. Подтверждение тому опавшие листья. И все. А дальше возрождение. В следующую весну. Но это другое поколение. Без тебя. А вы боитесь смерти? Нет. Я не боюсь. Может, потому что, может быть, я свое предназначение, которое я, наверное, выполнил. Я не знаю, может, еще фильм удастся сделать, в чем я не уверен. Но я не боюсь. Мне жалко оставлять моих близких. Это да. Как они без меня? А вот эта мысль о том, что жизнь совершила круг, и получается, что все было напрасно, она вас мучает? Мучает. Я читал выступление Толи Белого, который мне очень симпатичен. Я бы мечтал, что у меня был такой друг, но он моложе меня. То, что он сказал, мучает и меня. Что то, что я делал в своей жизни, скоро 50 лет, получилось напрасно. Что торжествует безграмотность, нежелание знать своей истории, бессмысленность поступков. Торжествует, к сожалению, то большинство, которое я не люблю. Это не мои зрители. Не мои зрители. Отчасти, может, летучий корабль они и видели. Все остальное им не интересно. Но то, что Толя Белый говорит о том, что это были напрасные усилия. Мы что-то пытались доброе и вечное сеять, да? И что посеяли? Что пожали сегодня? Что пожинаем? Так, может быть, искусство вообще ничего не значит и не меняет людей? Ни искусство, ни книжки, ни просвещение. Получилась манипуляция сознанием, пропагандой, оказалась выше культур. Выше. Получился Соловьев гораздо выше Станиславского. Вот беда-то в чем. Этот продукт оказался более востребован. Простят ли нас украинцы? Нет. Нет. Несколько поколений будет помнить. Такое не прощается. Живете ли вы в ощущении того, что все кончится совсем плохо? Я стараюсь гнать от себя эту мысль. У меня внуки. Им надо жить в этой стране. Все-таки какая-то теплится надежда. Теплится. Где мы с вами встретимся через год? Хорошо, мне на кладбище. А что вы сделаете, когда кончится война? Выпью. Старый еврей приходит на прямой эфир. Он говорит: скажите,
я буду сидеть тут, да, и говорить вот эту, да, вот микрофон, вот эту пимпочку, да. Все, соберитесь. Скоро выходим в эфир. Извините, у меня вопрос. Вот когда я буду говорить в эту пимпочку, так что меня услышат все в нашем городе? Да, вас услышат все в вашем городе. А когда я буду говорить сюда, то меня могут услышать и в другом городе. Но если настроиться, то услышат. Не рассредотачивайтесь. Извините, я очень извиняюсь. А если кто-то там, где там, ну, за океаном настроится, где-то в Америке, он меня услышит, но если настроится, то да. Все, даю отсчет, потом махну рукой, и вы начинаете говорить. 5, 4, 3, 2, 1. Помогите!